Я очень рад снова всех вас видеть, всех, кого я знаю уже в прошлом, и всех, кого вижу впервые сегодня. It's with great anticipation every year that we look forward to meeting each other. Это так всегда вдохновляет, долгожданием мы ждем этого момента, когда мы снова увидимся. Our subject this year may be an interesting one. Наша тема в этом году может быть интересной. How many of you know of the expression chant and be happy? Сколько из вас знают это выражение «воспевайте и будьте счастливы»? Everyone knows this expression. And in English, there's a book of that name. I don't know if in Russian also the same title is there. На английском есть даже такая книга, я не знаю, если в русском используют точно такой же тип названия. Is there? Есть такая книга? «Воспевайте и будьте счастливы» на русском языке? No, not in Russian. Нет? So, we all know the expression chant and be happy. Мы знаем вот это выражение «воспевайте и будьте счастливы». How many of you have said this to someone? И кто из вас это говорил кому-нибудь? Raise your hand. Very easy to say, yes? Очень легко сказать, не правда ли? Chant and be happy. Просто воспевайте и будьте счастливы. When you're talking to family members, friends, and also when you're talking to other devotees, it's very nice to say, chant and be happy. Когда говорите с семьей или с друзьями, или просто с какими-то преданными, вот мы используем это выражение, ну просто воспевай и будь счастлив. But we want to explore whether we're just saying this mechanically without fully understanding the import. Но мы хотим сейчас действительно изучить, просто так мы механически это говорим, или что-то там есть внутри. Because, and we're going to be discussing this theme every day, I know some of you feel that you're chanting, but you wonder if you're happy. И мы будем обсуждать эту тему каждый день. И я знаю, многие из вас чувствуют так вот, мы воспеваем, но чувствуем ли мы действительно счастье? Those of you who usually come to the seminars I give, you know that I like to ask questions. И те из вас, кто приходит на эти семинары, на фестивалях, знают, что я часто люблю задавать вопросы в аудиторию. Instead of just you asking me questions. Вместо того, чтобы только вы мне задавали вопросы. So, let me ask one. И вот давайте я задам один вопрос. Those of you from St. Petersburg, you trained me up that Maharaj, you're not supposed to ask certain questions. Те из вас, кто из Санкт-Петербурга приехали, вы меня так обучили. Махарадж, давайте вот вопрос зададим. Don't ask us any questions that require an honest answer. Не спрашивайте нас, не задавайте нам никаких вопросов, которые требуют от нас честного ответа. But I persist in asking those questions anyway. А я все равно вот продолжаю задавать такие вопросы. So let me ask you, honestly, how many of you who are chanting wondered about yourself? But am I really happy? Давайте я вам задам такой вопрос. Те из вас, кто воспевает, задают себе иногда этот вопрос. Ну и действительно ли я счастлив? Я воспеваю. Raise your hand. Поднимите ручки. We say we're Hare Krishnas, but do we really feel that we're happy by chanting Hare Krishna? Мы говорим, что мы Харе Кришна, но действительно чувствуем ли мы это счастье, когда мы воспеваем Харе Кришна мантру? We're always telling everyone, chant Hare Krishna, chant Hare Krishna. Мы всем говорим, воспевайте стремена, воспевайте. Yes. When you're on Harinam and you meet people, chant Hare Krishna, just chant Hare Krishna. Когда вы на Харинаме, особенно говорите, вот просто воспевайте стремена Харе Кришна. Or when some devotee's getting on your nerves, you say, just chant Hare Krishna. Или когда вам какой-нибудь преданный там уже на ваши нервы лезет и говорит, да просто воспевай Харе Кришна. Yes. Husbands tell that to their wives and vice versa. Так бывает так и наоборот. Yeah. Just chant Hare Krishna. Just leave me alone. Просто оставь меня в покое, просто воспевай Харе Кришна и все. Yes, you do that sometimes. Ну, делайте так иногда. So, we assume that by chanting Hare Krishna, we're going to be happy. But then we wonder, where is my happiness? И вот мы предполагаем, что воспевая Харе Кришна, мы станем счастливыми. Но потом мы удивляемся, ну где же мое счастье, почему оно не пришло?
And then we start to doubt that maybe this process is not working for me. И вот тогда у нас зарождается сомнение. Но может быть этот процесс для меня вот не работает. It's working for everyone else, probably, but it doesn't seem to be working for me. И вот он работает, наверное, для всех, но для меня, может быть, все-таки не работает. And I know some of you are thinking, I've been chanting for several years now, even many years, but I'm not happy. Я знаю, многие из вас думают, я вот воспеваю уже многие годы, но я несчастлив. What is happening? What's going wrong? Что это? Почему это происходит? Everyone wants to be happy, and you started chanting because you heard it will make you happy. И все хотят быть счастливыми, и, возможно, вы также начали воспевать, думая, что вы станете счастливыми. Кто-то вам это сказал. But as the years go by, you start to wonder. Но годы проходят, и вы начинаете задумываться. In other words, you start to doubt. Иными словами, вы начинаете сомневаться. What is at the root of this problem? И в чем же корень этой проблемы? There are two things. Есть две вещи. Number one, we may actually not know what happiness is. Номер один, мы на самом деле даже не знаем, что такое счастье. And number two, it could be that our chanting is habitually faulty, and therefore we're not experiencing all that we could be. И номер два, наше воспевание, оно вот по привычке идет недолжным образом. И поэтому из-за того, что процесс проходит неправильно, что-то происходит не так. So today let's discuss what actually is happiness. Давайте сегодня пообсуждаем, что такое счастье на самом деле. We say, just chant and be happy. Вот мы говорим, просто воспевайте, будьте счастливы. But do we really know what happiness is? А мы вообще знаем, что такое счастье? If I ask you, do you know what happiness is? Если я вам задам вопрос, вы знаете, что такое So счастье? many will raise their hand. Oh, yes. Только поднимут руки. О, да. But according to Srimad Bhagavatam, the conditioned soul does not know what is real happiness. Но в соответствии со знанием Шримад Бхагаватам, обусловленная душа, она не знает, что такое настоящее счастье. That's why in Bhagavad Gita, Krishna is always asking you to rise above both distress and happiness. Поэтому в Бхагавадгите Кришна просит Арджуну подняться над вот этой двойственностью страдания и счастья. How many of you have wondered about this principle? И кто из вас задавался этим вопросом по этому принципу, что это значит? Okay, we should rise above distress. Yes, everyone knows that, right? Ну, мы понимаем, что надо подняться над страданиями, это все понятно. But why should we rise above happiness? Зачем нам подниматься над счастьем? There seems to be a contradiction. Это какое-то противоречие. We say chant and be happy, and then we say rise above happiness. Мы говорим, воспевайте, будьте счастливы, тут вы говорите, поднимитесь над счастьем. So it seems then that by chanting Hare Krishna, you get a different experience of happiness than what we thought. И оказывается, что когда мы воспеваем святые имена, то мы можем получить опыт какого-то другого счастья, чем которое мы испытывали. So in the beginning, we tell everyone, chant and be happy. И вот вначале мы говорим всем, воспевайте, будьте счастливы. And naturally, what do people think? И что естественным образом люди думают? I know what happiness is, so if I chant, I'll have that happiness that I have in my conception. И вот они думают, о, отлично, я сейчас начну воспевать, и у меня будет вот это счастье, которое у меня в моих представлениях, какое счастье должно быть. They don't realize that by chanting Hare Krishna, their conception and experience of happiness will change. Они не понимают, что с тем, как они начнут воспевать святые имена, их концепции, представления о счастье полностью поменяются. If we really want to be, to give a full explanation, we would say, chant and you'll be happy in a way you don't understand now. Если бы мы полностью объясняли, что это значит, воспевайте, будьте счастливы, мы бы сказали, воспевайте, и вы будете счастливы так, как вы никогда не имели такого опыта счастья, представления. But that's just too much to tell people at the beginning, right? Но это очень сложно объяснить людям вначале, да? You're on Harinam. Вы на Харинаме. People ask, what is this? What are you doing? И вот люди спрашивают, что вы делаете, что такое? Chant, and you will be happy in a way that you don't understand. И вы воспеваете, и вы будете счастливы таким способом, который вы не понимаете.
It's not going to work, right? Так не сработает, да? But it's true. That is the truth. Но это правда, это по-настоящему правда. So we've just abbreviated the whole explanation. Мы просто так сократили немножко это выражение. Made it very compact. Ну, чтобы так легче было. Chant and be happy. Просто воспевай, будь счастлив. But sometimes, many times, even our own devotees don't understand the full purport. И даже у нас в обществе преданных мы часто не понимаем полное значение этого выражения. Sometimes even many times even our own devotees become doubtful. И очень часто наши, преданные уже, которые практикуют, начинают сомневаться. I'm chanting, but where is the happiness that I anticipated? Я воспеваю, но где же это счастье, которое я предполагал, что оно придет? Therefore, while chanting Hare Krishna, return to material nature for shelter. И вот, после длительного воспевания, не получив там дозу счастья, мы начинаем обращаться к материальной энергии за прибежищем. Right? Да? My dear material nature. О, моя дорогая материальная энергия. I'm chanting Hare Krishna. Ты же знаешь, я воспеваю Харе Кришна. But there seems to be something missing. Ну, чего-то там вот все-таки не хватает. Now, of course, I do plan to go on chanting Hare Krishna. Я, конечно, у меня есть в планах продолжать воспевать святые имена. But I need some shelter. Но мне нужно вот прибежище где-то найти. I need some nourishment. Где-то вот подкрепиться. I need some good old-fashioned material happiness. Мне нужно вот это такое старомодное, такое материальное счастье. I started chanting, and I thought that's what was going to happen. Я начал воспевать, я думал, что это произойдет. But it seems this chanting of Hare Krishna, it's taking you to some unknown place, which I'm not ready for now. Но кажется, что это воспевание Харе Кришны в какое-то место такое ведет непонятное, которое я сейчас не знаю. Perhaps when I'm 60 or 70 or 80, I'll be ready. Поэтому, может быть, к этому месту я буду готов, ну так, к годам 60-70. But right now, I would like to experience some material happiness. Но сейчас мне вот нужно материальное счастье испытывать. So, I don't seem to be getting that from the Mahamantra. И кажется, что я это не получаю из Махамантры. Therefore, I must take shelter of material nature. И поэтому вот прибежище я найду материальной энергии природы. While holding on to my japa beads. Ну, пока держусь за четки, все равно рукой. Yes, you recognize the situation? А кто-нибудь узнает эту ситуацию? So, let us look at the reality. Давайте посмотрим на реальность. Do we really know what is happiness? Мы знаем, что такое настоящее счастье. And why does Krishna say that you should transcend both material distress and material happiness? Почему Кришна говорит, поднимитесь на и материальным счастьем, и материальными страданиями? I gave you a hint in the Bhagavatam class this morning. Я вам сейчас подсказку дам из класса по Бхагаватам этим утром. You see, both material distress and material happiness are composed of the three modes of material nature. Надо понять, что и счастье материальное, и страдания, они сотканы из трех гун материальной природы. The modes of material nature mean bondage. И вот эти качества материальной природы означают, что они вас связывают. So how can there be happiness in bondage? И как может быть счастье, когда вы связаны? This is what Lord Kapiladeva is teaching in the 25th chapter of the third canto. Это то, что Господь Капиладева обучает нас этому в 25 главе 3 песни Бхагаватам. So I'd like you all to think about these things. Я хочу, чтобы все над этим сейчас задумались. I want material happiness. Я хочу материальное счастье. Material happiness comes from the three modes of material nature. Материальное счастье приходит через три гуна материальной природы. But the three modes of material nature mean bondage. Но эти гуны означают, что они вас связывают. How can I be happy in bondage? Как я могу быть счастлив, если я связан? So, sattva guna, the mode of goodness, provides knowledge. Ну, давайте возьмем саттва-гуну, например. Она дает знания. Material knowledge, as well as some preliminary knowledge leading to spiritual development. И вот саттва-гуна, она дает материальное знание, конечно, и такое поверхностное
который ведет к духовному знанию, поверхностное знание. What does Rajagun, mode of passion, provide? А раджагуна что дает? Страсть. No knowledge. Никакого знания. Just the impetus for material enjoyment. Просто импульс к материальному наслаждению. And what does Tamaguna, the mode of ignorance, provide? А тамагуна что невежество дает? Neither knowledge or impetus for material enjoyment. Ни знания, ни даже вот эти импульсы движения к материальному наслаждению. The mode of ignorance simply provides madness and bewilderment. И тамагуна, она просто дает невежество и иллюзию. Yet, we're looking at the three modes of material nature for happiness. И вот мы смотрим, пытаемся найти это счастье через три гуна материальной природы. What do you think about that? И что же вы думаете по этому поводу? Now I know many of you will say, but what do you expect of us? Ну, я знаю, многие из вас скажут, а что вы от нас ожидаете вообще? We don't know anything else. Мы же ничего другого не знаем. Doesn't Krishna understand that? Разве Кришна это не понимает? We have to go for what we know. Мы должны идти за тем, что мы знаем. We have to get what we know. И должны получить то, что мы знаем. What's wrong with trying for material happiness? И вообще, что плохого просто идти за материальным счастьем? But why should we try? Why should we endeavor for chains that bind us? Но с другой стороны, зачем мы должны отправляться в путешествие за тем, что нас в итоге в конечном счете свяжет? So at least we should start to consider that the material happiness we long for is composed of things that enslave us. И нам хотя бы нужно для начала немножко задуматься, что вот это материальное счастье, оно как бы сделано для того, чтобы нас поработить. I'd like you to be brave and to start to consider this. Я хочу, чтобы вот вы стали такими смелыми и начали хотя бы допускать эту мысль. I know it's a little scary for some of you. Это, конечно, немножко страшно для некоторых из вас. To dare to think that my aspirations to be materially happy are putting me in bondage. И начать вот так вот осмелиться так думать, что материальное счастье, за которым я гонюсь, меня на самом деле свяжет в итоге. Now you may think, this is something that I hear about in Bhagavad Gita class, but does this really apply to real life? И вы можете также подумать, что это то, что я слышу вот в лекции по Бхагавад-гите, но разве я могу это реально в жизни как-то применить? In Bhagavad Gita class you hear about rising above happiness and distress, but that statement goes in one ear and out the other. В Бхагавад-гите мы, конечно, слышим, что нужно подняться над страданиями и счастьем этого мира, но как же в реальной жизни это применить? Right? As soon as you leave Bhagavad Gita class, you're dealing with the real world. И когда уходишь с лекции по Бхагавад-гите, все, у нас теперь реальная жизнь перед нами, мы должны узнать. And the real world means that you want to be happy. А реальный мир, он от вас просит, чтобы вы нашли это счастье здесь. And what is happiness? И что такое счастье? Well, we all know. Ну, мы все знаем, конечно. Nothing special. Ничего там необыкновенного нет. So how does the chanting of Hare Krishna bring us the happiness that we are so familiar with? И как же воспевание Харе Кришна приводит нас к счастью, которому мы, как мы можем сопоставить с тем, что мы знаем, с чем мы знакомы? Maybe some of you know someone who stopped chanting because they said, I was chanting, but I'm not happy. Может, вы даже кого-то знаете, кто воспевал и перестал воспевать, он говорит, я воспеваю, но я несчастлив. How many know someone like that? Кто знает вот таких людей? Поднимите руку. Yeah. Да, есть. I was chanting so many years, and I wasn't happy. Я воспевал столько лет, но я не был счастлив. So again, I'd like to present to you the point that maybe we do not know what is happiness. И я снова хочу вам предоставить вот эту мысль к размышлению, что, может быть, мы все-таки не знаем, что такое настоящее счастье. How many of you would dare to consider this point? Кто из вас вообще осмеливался так подумать или принять эту мысль? How many of you find it a little frightening? А кто из вас находит это немножко Be honest, устрашающим? be honest. Только будьте честными, давайте. Yeah, a bit too much, huh? Немножко слишком, чересчур, да? You think,
I've been suffering in material life, and now I hear chant and be happy, so I just want to be happy in the way that everyone knows happiness is. И вот вы думаете, я вот страдал и так уже в материальном мире, вот теперь я начал воспевать и все равно страдаю. А я просто хочу, быть счастливым, нормальным в этом мире. And now you're frightening me by saying that chanting Hare Krishna won't give me the happiness that I am so familiar with. И теперь еще вы меня запугиваете, что мне воспевание Харе Кришна даст какое-то, счастье, с которым я еще и не знаком вообще. So first of all, we have to accept that what we think is happiness is not. Для начала нам нужно принять эту мысль, что то, что мы думаем является счастьем, на самом деле счастьем не является. And this requires some bravery and courage. И для этого требуется немножко храбрости и смелости. Anyone who considers this point, whether male, female, young, old, has courage. И любой, кто так вот допускает эту мысль, будь то Матаджи или Прабху, или дети даже, они все обладают этой смелостью. So what I'd like this seminar to do for you is to give you that courage. И что я хочу, чтобы этот семинар дал вам, чтобы он дал вам вот эту смелость и храбрость. Because with that courage to question whether you know what is happiness or not, then you can make a solid foundation for serious chanting. Потому что если вы будете обладать этой смелостью, то вы сможете создать для себя настоящую платформу, базу, с которой вы начнете по-настоящему воспевать. Now, it is also true that if you don't have any of this knowledge we're speaking about, and you simply chant Hare Krishna, gradually you'll start to think about these things. И, конечно, мы понимаем, что постепенно, когда мы начинаем воспевать, в процессе этого воспевания, мы начинаем об этих вещах так или иначе задумываться. You see, the chanting of Hare Krishna doesn't wait for anything in order to start its effects. Потому что мантра Харе Кришна, она не ждет ничего для того, чтобы начать этот эффект. Lord Chaitanya says that as soon as the tongue touches the holy name, something happens. Господь Чайтанья говорит, как только Святое Имя дотрагивается до языка, начинает что-то происходить. So if you chant without any knowledge of why you're chanting, still there will be effect. И даже если ты воспеваешь, не имея никакого знания, что это дает, все равно эффект он приходит. At the same time, it is a fact that the more you understand the glories of the holy name, the more you'll be attracted to chanting. И в то же время мы знаем, что чем больше мы узнаем о славе Святого Имени, чем больше мы насыщаемся этим знанием, тем больше эффект взимает Махамантра. That's why the Shastra recommends that indeed you meditate on the glories of the Hare Krishna mantra. Поэтому шастры, они рекомендуют, чтобы мы медитировали на славу Святого Имени. Knowledge of Krishna begins with Krishna's name. И знание о Кришне начинается с его имени. By becoming acquainted with Krishna as his name, by becoming acquainted with that knowledge, you are becoming acquainted with knowledge of Krishna. Когда мы соприкасаемся с этим знанием, мы начинаем по-настоящему соприкасаться со знанием о Кришне. So yes, you can chant without understanding the bhakti science of what is real happiness. Да, вы можете, конечно, воспевать, ничего не зная о науке и преданного служения. But your spiritual life will go much quicker if you cultivate the bhakti knowledge. Но ваша духовная жизнь, она на самом деле полетит очень быстро, если вы будете насыщаться вот этим знанием. For example, remember the verse this morning I spoke of by Prahlad Maharaj? Например, помните о стихе, о котором я сегодня говорил, вот Пралад Махарадж? He said that, do you want to know where your distress and anxiety in life begins? И говорилось о том, что вы знаете, где вообще начинается вот этот все вот эти переживания в этом мире, страдания, где они берут свое начало? Who remembers? Кто помнит? Не слышно. Человек начинает планировать счастье. When he starts to plan his happiness. As soon as you make a plan, Наслаждаться он хочет. When you want to enjoy. as soon as you make a plan for material happiness, that is where the distress begins. Да, как только мы начинаем планировать наше наслаждение, сразу мгновенно приходит страдание.
not simply in the stage of execution, but just in the plan-making stage. Не только в момент, когда мы уже это делаем, а даже в моменте, когда мы это планируем. Think about that. Подумайте об этом. Does it sound frightening? Немножко страшно звучит, да? Yeah, it sounds too much, huh? Слишком, чересчур это. It can't be that. That can't be so, right? Не может быть так. Ну разве так? Как это так вообще? Just think, in Bhagavad Gita, Krishna says, Dukkhalayam shashvatam. The material world is a temporary, miserable place. Только подумайте, в Бхагавадгите Кришна говорит, весь материальный мир это дукхалам, то есть там полное страдание. How many of you really accept that? А кто из вас действительно принимает эту мысль, как она есть? How many of you say it, but not so sure? А только из вас говорят, так не совсем уверены. Come on. Давайте. Most persons, even devotees, are thinking, it's not so bad. И на самом деле даже преданные говорят, ну не так уж тут все и плохо. There can be some setbacks, there can be some problems. Конечно, какие-то проблемы возникают, немножко так But there are also good times, right? но хорошие времена что же бывают, правильно? How many of you agree with that? Кто с этим согласен? So why does Krishna say such a strong statement? Так и почему же Кришна такие резкие утверждения делает? It makes you wonder, does Krishna really know what he's talking about? И вы начинаете задумываться, вообще Кришна имеет понятие, о чем он вообще говорит? Isn't it so? Разве не так? Does Krishna really know what is what? Разве Кришна знает, что вообще это? He says, no happiness in the material world. Он говорит, вообще счастья нет в материальном мире. That can't be completely right. Это не может быть прям уж так правдой, да? Now, because Krishna has said it, there must be some truth to it. Но если Кришна говорит, конечно, какая-то доля правды в этом есть. Да? Right. We have to be flexible. Но нам нужно быть такими обтекаемыми. Isn't it so? Part of becoming an older devotee is to become more flexible. И разве не так, да, вот когда вот старшие преданные уже попрактиковали, они такие начинают быть такие очень флексибильными, гибкими, спасибо. When you were a young devotee, then you just said whatever Krishna said. И когда вы начинающие молодые преданные, все, что Кришна сказал, так и есть. Right? But as you become a mature devotee, you understand that, well, there's room for interpretation. И когда ты уже становишься таким более старшим преданным, ты уже говоришь, ну вот здесь, конечно, есть место для каких-то интерпретаций, объяснений, дополнений. Here's one. И вот одно, например. You see, when Krishna says there's no happiness in the material world, he's simply, he's trying to encourage us by being overly dramatic. И вот когда одно из таких утверждений, что Кришна, когда он заявляет такие вещи, он просто нас как бы подталкивает, вдохновляет, чтобы нам не быть слишком чересчур драматичными в этом восприятии. Like, you know, let's say you have a child, and the child eats too much ice cream. И приведем пример. Вот ребенок, он ест много мороженого. And so sometimes what will the mother say? И иногда что мама говорит? I will never give you ice cream again. Она говорит, я никогда тебе больше не дам мороженого. Never, ever. Вообще никогда не будешь есть мороженого. But of course, we know it's an exaggeration. Ну, мы, конечно, понимаем, что это преувеличение. The mother is just trying to protect the child. Просто мама пытается защитить ребенка. So similarly, Krishna's statement can be like that, yes? Кришна тоже может так утверждать, разве нет? There's no happiness in the material world. Вообще никакого счастья в материальном мире. No ice cream. ever. Никакого мороженого никогда больше. So therefore, we think, as just like when a child becomes a teenager. И это то же самое, как вот ребенок становится тинейджером, подростком. How many of you, when you were teenagers, did you do everything your parents said? И кто из вас, быв подростком, делал все, что вам говорят ваши родители? You did? Anyway, raise it. We got one here. У нас одна есть вот тут. Everything your parents said. Все, что вам говорят родители. Only one here. Вот один есть тут. Одна. Is it true? It's his wife, so I'm asking you. Конечно.
Translate what I said. А Махарадж спрашивает, говорит, что это моя супруга, спрашивает, если это правда. Я не уверен до конца. So, generally, though, teenagers always twist what their parents says, they find some loophole. Но в целом вообще подростки, они как бы находят какие-то там свои. That's part of becoming a teenager, right? Это как бы такая часть пути, когда становишься подростком, становишься таким протестантом. Similarly, we think that as we become older devotees, we can be more flexible about what Krishna says. Но мы зато думаем, что когда мы становимся уже более старшими преданными, мы думаем, ну, надо уже быть более гибкими с тем, что Кришна говорит. So therefore, even though we are chanting Hare Krishna, and we've been doing it for some time, we start to look for material happiness. И вот несмотря на то, что мы уже воспеваем Харе Кришна долгое время и практикуем, то мы все равно начинаем гнаться за этим материальным счастьем. Can you see that tendency in yourself? Вот видите эту тенденцию в себе? Замечаете? I'm not a new bhakta anymore. Я уже не начинающий преданный. I've been through the bhakta program. Я уже на бхакта-программу сходил. I've been in the Mataji's ashram. Я уже даже в Матаджи-ашраме была. I've been in the Namhata. Я уже на Махату посещал долго. And even I might have been some years as a brahmachari. И даже если я был несколько лет брахмачари, And now it's time to be more broad in my understanding. вот теперь пришло время мне расширить свой кругозор и понимание. Now it's time for me to experience a broader kind of Krishna consciousness. И пришло время мне испытать более широкий спектр сознания Кришны. How many of you have thought like that? Raise Кто your из hand. вас вот так вот думал, поднимите руки. This way we're becoming like sort of rebellious teenagers. И вот таким образом мы становимся похожими на таких вот подростков, которые восстают против всего. Your mother says you have to be home by midnight. И вот мама вам говорит, вы должны быть дома до полуночи. And you sneak in at 3 a.m. А вы в 3 ночи там прокрадываетесь домой. My brother used to do that. У меня так брат делал. Mother would say, 12 o'clock midnight, that's the curfew. Все, 12, мама говорила, 12 ночи дома, как штык. And he would sneak in at 3 a.m. А он в 3 ночи прокрадывался в квартиру. It's the same night, I still came home. Он говорит, та же самая ночь, но я же пришел. The night's not over. Ночь еще не закончилась. So in this way, my point is that as we become older devotees, we start to stretch what Krishna says. И вот моя мысль о том, что когда мы становимся более старшими преданными, мы начинаем так растягивать понимание сознания Кришны. And what makes us do that is our appetite for material happiness. И что нас заставляет это делать, это вот аппетит до материальных наслаждений. It's got to be there, right? Должно быть все-таки It что-то. must exist. Оно должно существовать. It can't really be like what Krishna says. Это не может быть просто то, что Кришна так вот сказал прямо. It's scary if you think it's really like that. Это очень страшно думать, если это действительно так. Think about it. Подумайте. Too much. Слишком. We'll feel very discouraged. И мы так чувствуем, немножко разочарование приходит. Perhaps though, and we want you to consider this point, maybe Krishna knows better. Но все-таки допустите мысль, что может быть, Кришна все-таки знает лучше, чем мы. We say that Krishna is the supreme enjoyer. Мы говорим о том, что Кришна является верховным наслаждающимся. That means you can't find anyone more expert in what is real pleasure. Это означает, что вы не можете найти никого более знающего о том, что такое наслаждение. Think about that. Подумайте об этом. We say, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Мы говорим Говинда, Вдипуришам, Тамахамбаджа. I worship Govinda. Я поклоняюсь Говинде. Govinda means one who gives pleasure to the senses and to the cows. И Говинда означает тот, кто дает наслаждение чувствам и коровам. So while saying Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami, do we really understand that Krishna is the greatest expert in pleasure? И когда мы это говорим, мы действительно понимаем, что Кришна является вот этим экспертом в области наслаждения.
Consider this point. Подумайте об этом. Material existence requires pride. Материальное существование, для этого требуется иметь гордость. And what is the nature of that pride? И что является источником гордости? I know what is happiness. Я-то знаю, что такое настоящее счастье. I know what a good time is. Я знаю, как хорошо проводить время можно. Can you see that confidence in you? Вы чувствуете эту уверенность в себе? Видите ее? Yes, Krishna is a supreme enjoyer, but I know what happiness is. Да, Кришна, конечно, верхом наслаждаешься, но я знаю, что такое наслаждение. I know what it's like to have a good time. Я знаю, что это такое иметь, хорошо проводить время, да? Isn't it true? Ну, правда или нет? It takes a very honest and deeply thoughtful person to admit, I don't know what happiness is. Требуется человек с огромной честностью и чтобы заглянуть глубиной, чтобы заглянуть себе внутрь и признать, что я не знаю, что такое счастье. Oh, he even has the right T-shirt on. И вот здесь даже с правильной футболкой. Please stand up, stand up. Вот, поднимитесь, пожалуйста. Let everyone see. Turn around. Все видите? Смотрите. In English, it says, "Chant Hare Krishna and be happy." Вы можете сказать, воспевайте Харе Кришну, будьте счастливы. Okay, very good. You can sit down. No, it's good. It's true. Это правда, на самом деле. Это все Of course. But again, our question: do we really know what is happiness? Но опять вопрос: знаем ли мы, что такое счастье? And I'm proceeding slowly with this topic because I know it's a little intimidating. И я вот прогрессирую очень медленно в этой теме, погружаюсь очень медленно с вами, потому что я знаю, что она очень такая чувствительная, очень такая. I don't want to frighten you, Я не хочу вас пугать, and you won't come back tomorrow. иначе вы завтра не придете. Okay, I can change the subject. Но я поменяю сейчас тему. Chant Hare Krishna and all your material desires will be fulfilled. Воспевайте Харе Кришна, и все ваши материальные желания будут удовлетворены. Now everyone gets happy. Oh, okay. This is a good Swami. Это хороший с вами. Please travel everywhere in Ukraine. Давайте везде в Украине проповедуйте. Come to Russia too with this divine message. Приезжайте в Россию тоже с этим божественным посланием. So again, I'm proceeding slowly, in case you're wondering, because it's a very sensitive subject matter, and I know it. И поэтому я очень медленно продвигаюсь в этой теме, потому что я знаю, что для многих это очень-очень чувствительная тема. That's why I'm going slowly back and forth over this point. Поэтому я этот мысль все время то вперед, то назад вам ее так обмусоливаю или как не знаю. And I'm also, by doing this, teaching our teachers and preachers that they have to deal with this point in a very sensitive way. И все, проповедники или духовные учителя, они должны с вот этим моментом очень так чувствительно воспринимать, когда об этом говорят. You may say to someone, there's no love, there's no happiness in the material world. And you're right. Потому что если вы будете говорить вот так вот всем, здесь нет настоящей любви, здесь нет настоящего счастья, и вы даже будете правы. But you have to be able to sensitively introduce this reality to them. Но вы должны вот с таким очень вниманием к человеку, кому-то вы говорите, преподносить это знание. Мягко. In other words, yes, number one, you should be right by telling them the right thing. И это значит, что первое, да, вы должны быть правы, когда вы что-то говорите. There's no happiness in the material world. Здесь действительно нету счастья в материальном мире. But number two, you have to be right about the way you go about being right. Но второе, вы должны быть правы с тем, как вы говорите эту правду, преподносите ее. It's not enough to be right. Недостаточно просто быть правым. As we become more mature devotees, we want both things. We want to be right, and we want to present what is right in the right way. Чем более зрелым, преданным вы становитесь, у вас должны вот эти качества развиться, что мы должны оставаться правыми, когда мы говорим о правде, но мы должны ее преподносить должным образом. So that takes, to do this, requires sensitivity and compassion.
И чтобы делать таким образом, для этого требуется чувствительность и сострадание. You're trying to help someone who doesn't know that they are suffering. Вы должны каким-то образом помочь тому, кто вообще не знает, что он даже страдает. You can see it, but they can't see it. Вы можете это видеть, но они-то этого не видят. So you have to be more than just being right. И вы должны стать чем-то большим даже, чем просто быть правым. Still, if you say the right thing, you are right. Ну, при этом, конечно, если вы говорите правильную вещь, вы остаетесь правым. But better is to say the right thing in the right way, Но лучше сказать эту правду правильным образом, so that the person will have a chance to accept what you're saying. чтобы человек смог воспринять то, о чем вы говорите. Let's begin by understanding for ourselves what is happiness. И давайте начнем с того, что мы все-таки поймем, что такое счастье. Why does Prahlad Maharaj say that as soon as you make a plan for material happiness, mark it down, that is where your distress begins? Почему Пралада Махарадж говорит, что как только вы начинаете планировать, и пометьте себе этот пункт, как только вы начинаете планировать, сразу возникает сопутствующее этому страдание. What kind of 5-year-old boy is this? Что это за 5-летний мальчик такой? No wonder his father was angry with him, right? Я не удивлен, что его отец был зол на него, да? In fact, his father wanted to kill him. Его отец хотел даже убить его на самом деле. Prahlad was teaching this kind of knowledge at the school for demons. Пралад учил вот этому знанию в школе, где учились только демоны и преподавали демоны. Just like we have Gurukula, so Hiranyakashipu had the Asura Kula. Вот у нас есть Гуру Кула, а у Хираньякашипу была Асура Кула. How to train future demons. Как обучить будущих демонов. Yet here is Hiranyakashipu's dear son teaching that making plans for material happiness immediately brings distress. И тут дорогой Хираньякашипу сын, его любимый сын, начинает учить тому, что как только вы начинаете делать какие-то планы, вы сразу привлекаете на себя все страдания. So with the help of Krishna in your heart, I'd like to try to get you to see this. И с помощью Кришны, который также находится в вашем сердце, я хочу попробовать сказать вам то, чтобы вы это начали видеть. Now, right now in your mind, I want you to visualize you're making a plan for material happiness. Сейчас в своем уме я хочу, чтобы вы свизуализировали, что вы начинаете планировать свое материальное счастье. I'm going to get this, I'm going to get that. Я вот это получу, и вот это. I'm going to taste this and touch that. Вот это попробую, а это потрогаю. I'll be happy. Ой, я буду счастлив. Now, in that plan, there's always some work and some struggle involved. И в этом плане, конечно, есть какая-то работа, которую нужно проделать, какие-то усилия и какие-то трудности пережить. Material work, material struggle, all for material purposes. И вот эти материальные трудности, страдания, они все идут к материальной конечной цели. Everything about material happiness is dependent on some condition. И любое материальное счастье, оно обусловлено, есть какое-то условие, чтобы его достичь. This depends on that, that depends on that. Это зависит от того, а вот это я получу, если только это случится. My plan to be happy depends on if you will cooperate with me. И мой план на счастье будет зависеть от того, если ты со мной будешь сотрудничать. It depends on your mood today. На твоем настроении сегодня это будет зависеть. It depends on how much money I have. Сколько денег у меня в кармане. It depends on my health. На моем здоровье, в конечном счете. It depends on the weather. На погоде. So many conditions. Столько условий, предпосылок разных. So how can that really be happiness? И как это может быть настоящим счастьем? Just one of those conditions, if it goes wrong, your whole endeavor is spoiled. Потому что если даже одно из этих условий пойдет не по плану, у вас все, разрушен весь ваш план. But there's a further point. Но есть еще одна мысль важная. That your endeavor for this material happiness conditions you to a false sense of pleasure. Потому что ваше путешествие за этим материальным, так называемым материальным счастьем вас обуславливает вообще в неправильном путешествии.
You may not think about that. Вы, может быть, об этом так не думаете, You become addicted to an artificial substance. но вы привязываетесь к искусственным каким-то субстанциям. It's a very subtle reaction. И это очень такое тонкая реакция или восприятие. You may be thinking, I'm just trying to be materially happy. What is the big deal? Вы думаете, я же просто стараюсь быть материально счастливым, но что тут такого? Everyone's trying for that. Все же за этим, к этому стремятся. I'm not doing it in a gross way. Я это не делаю каким-то таким великим масштабом. What is the harm? В чем опасность, в чем трудность? But, you see, any interaction with the three modes of material nature produces bondage. Проблема в том, что хоть как мы взаимодействуем с этими тремя гунами материальной природы, все мы связаны сразу по рукам и ногам. Bondage means suffering, it means imprisonment. А если вы связаны, это означает, что вы страдаете, это значит, что вы в тюрьме. You know the example about the handcuffs, yes? Вы знаете вот этот, да, пример с наручниками? Yes, I've explained before. Я объяснял до этого. How many know this example? Кто знает пример с наручниками из моих лекций? You know, when police are arresting criminals, Когда полицейские арестовывают преступников, of course, in some countries of this world, it's hard to distinguish who are the police, who are the criminals. Конечно, в некоторых странах сложно определить, кто преступник, а кто полицейский. Anyway, next subject. Но это другая тема. So the police put the handcuffs on. И вот полицейские надевают наручники. Now, suppose the police say, you are a high-class criminal. И, предположим, полицейский скажет: о, ты такой очень высокого уровня преступник. Instead of steel handcuffs, for you, we have platinum handcuffs. И поэтому, вместо того, чтобы надевать на тебя железные наручники, мы наденем на тебя наручники из платины. Would you feel better because of that? Вам легче станет от этого, как вы думаете? Oh, I am bound, I am captivated by high-class handcuffs. О, меня связали наручниками очень высокого качества. Oh, you don't want to be bound. Вы вообще хотите быть связанными? But material happiness is like that. Но материальное счастье, оно так работает. Oh, I have bondage to material life, but it's gold handcuffs. Ну да, меня, конечно, привязали к этому материальному счастью, но зато наручники из золота. You only have plastic handcuffs. А у вас какие-то пластиковые там, Some cheap. дешевые. We are both bound, yes. Мы, конечно, оба связаны, But look at my handcuffs. но посмотрите, Very наручники opulent. очень красивые. You know this is crazy. Это же сумасшествие. I told you, yes, the example, maybe some of you remember. My father, he was an administrator in the police department. Я знаю, многие из вас уже знают эту историю. Я рассказывал, что мой отец, он был полицейским, но он работал в офисе. How many know this example? Кто знает, например, поднимите руки, пожалуйста. Okay. I know what it's like to have handcuffs on. И я сам знаю, что это значит, когда на мне наручники надеты. So I was 5 years old, Мне было 5 лет, and my father was playing with me. и мой отец со мной игрался. So he took out his handcuffs, И вот он достал свои наручники, because even you may be a police administrator in New York, but you still have to carry handcuffs and a gun. даже если вы полицейский администратор в Нью-Йорке, вы все равно с собой носите всегда наручники и пистолет. So he took out his handcuffs and he said, okay, И вот он достал let's наручники. pretend you're a criminal. Говорит: давай представим, что ты разбойник, преступник. So he put one handcuff around this wrist, И он так вот на правую руку надел наручник один, and the other one he put on the doorknob а второй прицепил к ручке дверной, and locked it. закрыл. Now you are caught. Говорит: все, я тебя поймал. Oh, this is so nice. Daddy is playing with me. И я такой: ну классно, папочка, играешь со мной, да? Oh, this is so much fun. О, так весело. What a happy way to spend a Saturday. Как хорошо мы в субботний день проводим вместе. Playing police and robbers with my father. Играем в полицейских и воров с папой. So then 5 minutes, 10 minutes. И вот 5-10 минут прошло. I said, okay, father, set me free. Я говорю: пап, ну все, освобождай меня. Oh, sure. All right, we'll let you go. Ну все, я тебя отпускаю. Okay, let me get the key. Давай я сейчас ключик найду. Where is the key? А где ключ? Where's the key? Где ключ, куда подевался?
15 minutes, 20 minutes. 10-15 минут прошло. He's searching the whole house for the key. Он весь дома ищет в поисках He's in ключа. complete anxiety. Он уже в полном стрессе. Oh, I'm going to psychologically scar my child. О, я психологический отпечаток на моем сыне оставлю. My child's going to feel like a criminal. Мой сын будет думать, что он преступник какой-то. For 1 hour, he's searching the house. Целый час он обыскивает весь дом. So I know what it's like to be bound like Вот that. поэтому я знаю, что значит привязанным быть. I was just a 5-year-old boy. Мне 5 лет всего было. And I was like, Father, Father, please set me free. Я говорю, папа, пусти меня, пожалуйста. It's 1 hour now. Уже час я тут привязан. I want to watch television. Фильм посмотреть. Son, I'm looking, I have to find the key. Сынок, я ищу ключ. Hour and a half, he still couldn't find it. 1,5 часа он не смог найти ключ. So finally he had to do a very embarrassing thing. И поэтому ему пришлось сделать одну вещь, которая заставила его покраснеть. He had to call up the police station Ему пришлось позвонить в полицейский участок. and tell them, excuse me, but Я ему сказал, извините, ребята, can you send a police car over with a master key? можете прислать машину с ключом от наручников? So they asked him why. Я зачем? Что случилось? No, I handcuffed my son to the doorknob and I can't find the key. Я, в общем, тут, как сказать, сына привязал, в общем, к наручникам к двери, не могу ключ найти. Narottam Vilas from Sivarondik, he's here. He's retired policeman. He knows well. Здесь есть ученик Наротам Вилас, он раньше был тоже полицейским. Very embarrassing, yes? Да, такая ситуация. You can just imagine the police on the other end of the phone. Только представьте, да, у вас так вот, что когда вас слышат полицейские на телефоне с такой просьбой. They were laughing. Они там смеялись. But they sent a police car over with the key. Они прислали, конечно, машину с ключом. So, would it have given me comfort to know that I was bound by gold handcuffs? Но чувствовали бы себя комфортабельно, вот если бы вы знали, что я был привязан золотыми наручниками? You say no. Naturally you want to be free. Конечно нет, вы сами понимаете, что мы хотим быть свободными. So similarly, Krishna says, why should you take shelter of material happiness? И таким же образом Кришна говорит, ну чего же вы привязались к этой материальной природе? When it's binding you. Она же вас вот так вот привязывает. It's enslaving you. Она порабощает вас. You don't want material distress. Вы не хотите материального страданий. But material happiness is composed of the same material nature. Но материальное счастье, оно как бы из тех же ингредиентов. Chanting Hare Krishna totally changes our vision of what is happiness. Воспевание Харе Кришна, оно полностью меняет наше видение, что вообще такое счастье. That's why we tell people, chant and be happy. Поэтому мы говорим, воспевайте и будьте счастливы. Remember the full explanation. Запомните полное объяснение этого. Chant and you'll be happy in a way you don't understand now. Воспевайте, и вы будете счастливы таким образом, который вы даже не понимаете. So tomorrow we're going to discuss the 7 perfections that the chanting of Hare Krishna gives you. И завтра мы будем обсуждать 7 совершенств, которые дает вам воспевание Харе Кришна. These perfections have been listed by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И об этих совершенствах пишет Бхактиведанты Свами Прабхупады. And we're going to go over the first verse of the Shikshashtaka prayers. И мы возьмем первый стих из Шикшаштаки. Cheto Darpana Marjanam Bhavamahadhavagni Nirvapanam. In that first verse of Lord Chaitanya's 8 prayers, you see how the holy name will triumph in any material situation. И в этом первом стихе Господа Чайтаньи Махапрабху вы узнаете о том, что святое имя Will triumph in any material situation. Triumph. Be victorious. Вы знаете, как святое имя, оно будет всегда выходить победителем из любой материальной ситуации. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam means in all situations, in all circumstances, the holy name can triumph. Парам Виджая, то есть всегда в любой ситуации, воспевая святое имя, вы выходите победителем.
So we'll start to discuss that tomorrow. И вот мы это будем обсуждать завтра. And our goal is to totally change your vision of what is happiness. И наша цель полностью поменять видение того, понимание того, что такое счастье. This is a big job, you would admit, И yes? это большая работа, не правда ли? But I like a challenge. Но мне нравится такие сложности проходить. All right, any questions? Вот, может быть, у вас есть какие-то вопросы? Что делать с практической точки зрения, если на платформе разума я принимаю, что не существует материального счастья, но при этом хочется, по крайней мере, меньше страданий? What to do from practical point of view if I understand from the platform of intelligence that there is no material happiness, but Как минимум, я хочу меньше at страданий. least I want to minimize my material distress. You minimize your material distress by chanting Hare Krishna. Вы уменьшаете свои материальные страдания, воспевая Харе Кришна. Because it's the material desires, as we're going to discuss in the future, that are producing the distress. Потому что это материальные желания, которые как бы дают плоды вот этим материальному несчастью. So you have to know what the real problem is. И вам нужно понять, в чем же настоящая проблема заключается. The real problem is not that we have distress, the real problem is that we have material desires. Проблема не в том, что есть материальные страдания, а в том, что у нас есть материальные желания. Мы об этом будем говорить через лекцию. Srila Bhактиведанты Свами Prabhupады says that there are three kinds of dirt that are contaminating our consciousness. Бхактиведанты Свами Прабхупады говорит, что есть три вида грязи, которые загрязняют наше сознание. Underneath everything is the enjoying spirit. Под находится, под всеми этими уровнями грязи находится душа, которая желает наслаждаться по-настоящему. The spirit to enjoy matter. Нет, неправильно сказал. Душа, дух, который хочет дух наслаждения. So on top of that are material desires. Это был первый уровень грязи. Второй, на этом сверху, это наше материальное желание. For various things, Разные вот вещи, приобретения, various experiences. разный опыт. So you see the picture now? Сейчас вот понимаете? Видите? Underneath on the foundation is the spirit of enjoying material life. Фундамент всего это вот такое просто желание наслаждаться материальной жизнью. Then the next layer is various material desires for various things. Следующий слой это разные конкретные материальные желания наслаждаться чем бы то ни было. And then on top of that is godless atheistic activities. И сверху последняя, уже грубая форма, это просто разная греховная деятельность безбожная. That means activities in which we rebel against Krishna's instructions. И это уже деятельность, в которой мы восстаем против наставлений Господа Кришны. You can remember what it's like to rebel against someone. Вы помните, когда вы, наверное, восставали против кого-то? You don't know, I know. Ты не знаешь, о чем речь, я знаю. That's what we do to Krishna. И вот это мы делаем по отношению к Кришне. We push him aside. You don't know. Мы его так в сторону тыгаем, говорим, ты не знаешь, а я вот знаю. I know what is happening. Я-то знаю, что такое быть счастливым. I know how to feel good. О, я знаю, как чувствовать себя хорошо. That's being a rebel. Это вот так, быть таким. So you remember those three levels? Помните эти три уровня? Foundation is the enjoying spirit. База, фундамент – это дух наслаждения. Next level is material desires for various things. Следующее – материальное желание о разных вещах. And then on top is demoniac activities, И третье – это уже такая демоничная деятельность. which may seem innocent, И кажется, так не видно, but they're based on being a rebel. но все это основано быть в таком духе восстания. Скажите, пожалуйста, если что-то действительно приносит какое-то удовольствие, счастье, как вот философия, он сейчас рассказал, что нет счастья, не идет. Чуть-чуть погромче. Если что-то действительно приносит какое-то удовольствие, да, оно скоротечно, оно там в результате принесет страдания, ну, в данный момент, в принципе, неплохо. If something brings material happiness to some degree, yes, we know it's like short term, but still. Ну, закончится
Но в данный момент, в принципе, оно неплохо, оно приносит удовольствие. И But at this moment it brings us pleasure. как, собственно говоря, пережить этот момент? How to То есть, go как through бы this Хараш moment. сейчас объяснил, что счастье-то нет в материальном мире. We know И that вот no как material вот happiness сказать, in this world, but how правильно это все принять? to accept it basically. You see, if you are filling your moment with the inferior, you don't have room for the superior. Так получается, что если мы наполняем пространство чем-то Inferior means what is less, what is not as valuable. Если заполняете чем-то не первично важным, то вы не оставляете места для того, что центрально важно, самое главное. So by interacting with lower pleasure, you prevent yourself from having the higher pleasure. Если вы взаимодействуете с низшим уровнем наслаждения, вы сами себя огораживаете от высшего наслаждения. Let me think of a good example that would make sense to you. Я сейчас пример попытаюсь привести, чтобы вам понятно было. If you're wearing cheap perfume, how are you going to put on expensive perfume? Если вы дешевые парфюмерию на себя нанесете, духи какие-то, то уже сверху никак не получится дорогие, правда же? Preaching according to time, place, and Это circumstance. я сейчас так проповедую в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Я сталкиваюсь с людьми, которые с проповеди, с родственниками, которым я пытаюсь проповедовать, пытался проповедовать, воспеваю, счастлив, но я вижу, что их вот это желание наслаждаться очень высоко. Как можно в этом случае их убедить или как им донести? Родственники. Да, родственники. I preach to my relatives, and I also use this word, preach, chant, and be happy. But they desire to enjoy this very, very strong material happiness. So how to be in this situation? Я извиняюсь, да. То есть я пытаюсь проповедовать своим родственникам, и я тоже использую вот эти выражения. Воспевать быть счастливым, воспевайте быть счастливым, но я вижу, что у них очень сильные материальные желания, и как мне быть в такой ситуации, как им проповедовать правильно? How to what? So how to preach them properly, if their desire is very strong? To relatives? Very difficult preaching to relatives. Очень сложная проповедь для родственников. Many times they just see you as the body. Они вас вообще воспринимают просто как тело. Часто. No matter what you say, that's our son, that's our nephew, that's our cousin. Что бы вы им ни говорили, это наш там внук или сын, или там... Better you show them by your example. Лучше своим примером им это показать. Let them observe over time that you are someone different. Пусть они со временем увидят, что вы стали кем-то иным, чем они думали. Okay. Интересная обусловленность. Как избавиться от желания одеть платиновые наручники хотя бы на короткое время? Как избавиться от желания, чтобы надеть платиновые наручники хотя бы на короткое время? So how to get rid of the desire of wearing the platinum handclips for at least short time? The chanting of Hare Krishna, as we'll explain in the coming days. Мы, как будем объяснять в следующих днях, воспевание Харе Кришна. The chanting of Hare Krishna, when done properly, introduces you to a different dimension of happiness. Когда вы будете правильным, должным образом воспевать, это воспевание приведет вас в другие измерения и понимание счастья. But if we're not chanting Hare Krishna seriously, we miss out. Но если мы не серьезно, не должным образом воспеваем, мы просто не получим этого понимания. The process will work, but it will take a very long time. Процесс начнет работать, но это очень-очень долгое время пройдет. And in that long time, we may lose hope. И в этом промежутке времени мы можем просто потерять веру. So that's when we start taking shelter of Maya again. И здесь мы опять начинаем принимать прибежище у Майи. Because we're not putting enough attention on seriously chanting. Потому что мы не прикладываем, не становимся усердными во внимательном воспевании святого имени.
We'll speak more about this in the coming days. Но мы об этом также поговорим в следующих лекциях. But today I just wanted to shake you up a bit. Сегодня я просто хотел встряхнуть немножко. Let us think, do I really know what is happening? Давайте просто будем думать, знаю ли я, что такое счастье на самом деле? Do I have that courage? Есть ли у меня эта смелость? That is what Devahuti showed when she approached Kapila Deva. Это то, что Девахути нам показала, когда она начала задавать вопросы Капила Деве. I'm sick of the disturbance caused by my mind and senses. Меня тошнит от этих постоянных мыслей, вот этих желаний, которые приходят мне и на ум, и к моим чувствам. That's her way of saying, I don't know what is happiness. Это то же самое, что сказать, я вообще не знаю, что такое счастье. So please take that statement of Devahuti deep into your heart. Пожалуйста, возьмите это утверждение Девахути глубоко себе в сердце. I'm sick of the disturbance caused by my mind and Меня senses. тошнит от этих постоянных этой турбулентности, которые от моего собственного ума ко мне приходят. Because of this disturbance, I've fallen into the deep hole of ignorance. Потому что это приводит меня к тому, что я беспокойство, да, спасибо, оно просто, я падаю в всю эту яму безнадежную. So tomorrow we're going to discuss Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. Завтра мы будем обсуждать первый стих Шишташ. How the holy name will be victorious for you in all circumstances. Как Святое Имя будет всегда выйдет победителем в любой ситуации для вас. We'll go over the first verse of the Shikshastra. И мы разберем этот первый стих. And gradually we'll start to change our vision of what is happiness. И постепенно мы начнем менять, наше видение начнет меняться о том, что такое настоящее счастье. All because of chanting Hare Krishna. Просто благодаря тому, что мы воспеваем Харе Кришна. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna.